бонусов накопила? У меня в руках Нави-карта от Тинькофф. Уникальный дизайн, автографы КС игроков и особая кэшбэк-система. Именно с ней вы можете копить и обменивать бонусы на игры, технику и внутриигровые предметы. А еще здесь есть специальный слот не только под ваше имя, но и никнейм. Создай свою Нави-карту от Тинькофф. Приветик, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Нави PUBG Mobile. С вами, как всегда, Яна, и это уже второй дневник ПМПЛ. Наши парни хорошо отыграли викдейсы и точно так же, как и на прошлой неделе, прошли на викенды с первого места. И прямо сейчас со мной на связи находится Меку, который расскажет, как же проходят вторые супервикенды для нашей пятерки. Привет, Леха! Да, всем привет. Поздравляю вас с такой крутой игрой, вы сегодня прям отыграли на все 100%. Но перед этим я хотела бы с тобой обсудить пятницу, потому что игра у нас не сильно задалась. Казалось, будто бы вы играете то ли не в свою игру, то ли немного теряетесь, или вообще что-то в команде произошло, и это все повлияло на такой результат. Как сам думаешь, почему так? Ну, в пятницу просто был не очень день, просто не пошла игра, зону не прокали. Допускали много своих ошибок, и как-то так получилось, что очки не удалось набрать. Не титанули после такого результата? Но не особо, просто плохой день и плохой день. Мы его забыли и начали заново. И после вот такой вот нехорошей пятницы, после не самого удачного первого эрангеля в субботу, вы забираете 4 подряд топ-1. И это рекорд не только для нашей команды, но и для всего турнира в целом. Поэтому, друзья, сегодня у нас будет очень много тимспиков. И это достойно вашего лайка. Переходим к первому Мирамару. Топ-1, 16 киллов. Вы остаетесь с филами, с 12-18 и с кодексами. Как там все разворачивалось? Вообще, второй Мирамар был очень сложный. Был абсолютно другой круг. В сравнении с нашим спотом, другой край карты. Нам было очень тяжело туда пробраться. Можно сказать, нам повезло, то, что мы вообще доехали до итоговой зоны. Так сказать, все карты сложились. И под конец был тяжелый файт с 12-17. И еще прайды там ходили нам в спид. В общем, мы специально выждали там момент, когда филы пойдут 12-18. И под этот файт тоже им помогли всем отправиться в лобби и забрали игру. Дальше, они дальше в ЛГ по зоне, в минусе, через дорогу. В смоках на дороге. Неточная инфа, может хилить. Килит, наверное, килит. Это может быть ласт кодекс. Тихо, это может быть ласт кодекс. Это может быть ласт кодекс. Вот слева по зоне был кодекс, аккуратно. По дороге бежит. Найс. Третья карта Сынок наверняка тебе запомнилась больше всего, потому что именно на этой карте ты в соляну просто вырвал из рук троих аркредов еще один топ для нашей команды. И, честно признаться, когда я заходила в ваш тимспик, я думала, что он будет прям такой, знаешь, хаотичный, будет очень много напряжения, какой-то суматохи, но у вас такой тимспик прям спокойствие и отвага. Ну, на этой карте от нас были все хардшифты в другую сторону, все хардшифты были на туалет, где сидели арки. Мы потеряли всех игроков, пока туда добирались. И просто так сложились карты, то что я вышел в бок альянсов, которые меня не ожидали. А арки просто не смогли сыграть вместе, и из-за этого проиграли легкую игру для них. И как бы все. После этой карты как раз наша команда очень заподрилась, думаю, и зрители тоже. Правее еще камень, там тоже чел. Убежал, просто пройди в зону. Умер. А, нет, не умер. Найс, проходи в зону. Камень займи, пожалуйста, умоляю. Добегу. Право никого? Два. Это еще сольник. Да, там... Возможно, у них сольник за... На левом камне ты, по-моему, видел. А перебегают. Туалет вышел. Найс. Хил. О, боже! Давай тогда перейдем с тобой ко второму Мирамару, где вы уже боролись за топ-1 с сольником из Альянса и уже с кодексами. Ну, Мирамар был легкий, очень легкий. У нас была половина зоны, недалекий шифт, и просто закрыли свою сторону. А
команды, которые с другой стороны играли, у них просто не было позиции, и все. Мы их спокойно закрыли с горы, и как бы очень легкая игра. Контроль. Я Не контролю, нокнись, я не Да, контролю. чек нокнись. за контроль, футолчок. Я постараюсь. Пойдем меку. Мы с меку идем на верхнего. По Да, спину давай. туалет убьет, парни. Нет, Да, нет, нет. смотри. Не вижу его. Пошли по праву, пошли. Смок раскрылся у вас. Смог себе дал, наверное. Вот справа. Убил его. Найс. Понять еще раз можно. Я Я еще понимаю. одного. Мой кодекс затек, парни. На еще Туалете. смоки раскинь нам Тут на двое. проход. Парни, один кодекс, один этот остался, Алекс, скорее всего. Кодекс А, за затек. дорогой, Да, он. За дорогой, скорее всего. Да, за дорогой у нас чел. Алик. Я хилюсь. Алекс за дорогой и один где-то у туалета, но не в туалете, поняли? Да, да. Да, я смотрю, не вижу его. Из-за дороги пикает. Я по дроп пройду. Из-за дороги вот здесь. Он убил. Его убили, один Алик. Туалет. Надо его запушить, мне Нет, кажется. не чтобы- пушим, не пушим, Point, он не в зоне, point, блядь, наверх point. сыграйте. Вот подождем пока. Я ему хаешкой просто кидаю. Он у тачки пикает. Найс. Все, я Он пушу, без я хп, пушу. без хп. Запушьте, голова два Я тела. его Найс! забил. Хорошо, переходим к последнему рангелю. Наверное, самая забавная карта, потому что там вы остались уже на финальных стадиях игры против фулл сквада Фиданзы и одного бедного, несчастного, одинокого бандиты, который сидел в кустах и просто выживал для своей команды на топ-2. Как там проходила игра? Ну, я заутались, как обычно, поехали наш дефолт. С нашей стороны никого не было, ни в гадке. Верхняя часть карты тоже вся была свободная. Потом мы встали с грибом именно смотреть грачи, ждали shift и под shift полетели туда. Потом зона сошлась рядом, мы еще чуть-чуть продвинулись, закрыли опять свою сторону. Выпушили GG под ног и все, выиграли игру, считай. Потому что Фиданса была в диспозиции, а у нас много углов на них, и мы просто их развалили со всех сторон. Тоже, можно сказать, очень простая игра по сравнению со второй и третьей картой. Так что ничего сложного. Нок. Парни, нужно моих убить, это ласт. Где? Нет, Твоих? не ласт, еще GG. Ой, и еще один где-то. Ну, Твоих? добил. Матёк, вот здесь У нас смоки. вот здесь смоки раскрылись, парни. Смоки передо мной. Откуда стреляют. Передо мной за дропом чел, парни. Тигзи, мы с тобой, Тигзи, мы с тобой, Тигзи, мы с тобой. Его в спину нокнули, дроп нокнули. Отсюда откуда-то стреляли, да. Я взрыв. Он за лазом просто. Трёк, я тебя каверю. Он хае кинул. Убил. Ласт, вот этим деревом Сузи. Пушим. Пушим. Я не буду давать. Я первый. Просто на ноге иду. Найс. Хорошо. Какие вообще были эмоции после того, как вы взяли 4 подряд топ-1? Не знаю, у нас после каждой игры, после первого Эрангеля мы как-то потерялись немного. Проиграли легкий файт для юников. Но для нас легкий, мы проиграли его юником. Очень странно, я не знаю, сами себя загнали, поймали случайные хаешки. Потом там еще матика залагала, я не знаю, мы как-то немного опешили после этой игры. Перебежал. Поехали сбоку от дома. Люди подъезжают. Их двое. Меня нокнуло. Я в угол позу. Меня тоже нокнули справа. Watch out! Плохо. Чел подъехал. Слева от дома, мать. Чел еще По берегу проверит. еще есть команда. Рисую. Он справа заехал. Я прям- Заехал. Слева выходит двое, мать. Матёк, слева двое. Сначала заехал. Потом собрались и после каждого топа говорили, ну сейчас еще одну возьмем. Еще один. И так и получилось. Я слышала твой комментарий после каждой игры. Ну, а мы переходим к третьему заключительному дню вторых супервикендов. Являлись друг к другу, находясь в левом нижнем углу, но все еще живут. Меко забирает у нас Севена, тут же Матик отрабатывает по Лакерфа, и вот сейчас... Это, по-моему, избиение, но Кицуни получает ответ от Найна, сразу же залетает под сейф от Меко. Он сегодня также, ну, просто великолепен. Матик пытается найти безопасную позицию, Олдбой идет на сближение с Найном, буквально передавливает его на своем транспортном средстве. Ну что, привет, Матек. Поздравляю вас с хорошим окончанием этой недели. В целом. Спасибо. Давай с тобой как раз обсудим сегодняшние матчи, в частности, первый рангель, где ты в соло был против фулл сквада Фило. Мы могли вообще оставаться жить втроем или даже вчетвером, но немного ошиблись.
потому что начали спешить, торопиться куда-то. Вот, из-за этого остался только я один по итогу. Ну и когда там уже в конце файтились АФ и с филами, я что-то смотрел на ноки, понял то, что я остался либо один в 2, либо один уже в 3, потому что там за УАЗом был нок, и, скорее всего, еще один живой чел. Я не знаю, не смотрел трансляцию, что там было по итогу. Там 2 нока вроде. Да. Да, видишь, он за УАЗом. За УАЗом. Хаешка есть, хаешка есть. Я матюк. Хае. За УАЗом нокнутый. За УАЗом За УАЗ, нокнутый. да. Смотри, чтобы не прополз справа. Хае. В одному было так тяжеловато что-то сделать, я не меку. И... Ну, просто должны были в большем количестве оставаться жить. До конца зоны мы бы выиграли эту игру, я думаю. А так, чуть-чуть ошиблись сами. Залили. И все. Расслабились после прошлого дня. Давай с тобой тогда обсудим Санок, где похожая ситуация, но был уже в соло Олдбой против Аркреда. Ну, Санок — это вообще прикольная карта получилась. Потому что на горе мы изначально вообще бесплатно продали Серегу. Ну, как, мы играли 2-2, Серегу с Олдбоем, я с Меком, мы закрывали просто разные стороны горы, чтобы люди не подошли к горе и так далее. Ну, мы просто занимались вот так вот, каждой своей стороной. А потом оказалось так, то, что Серегу вышли, сверху убили, и тоже там индивидуальные ошибки, короче, были. Остались втроем. Потом мы сидели вот на горе, зона упрокала от горы, и нам нужно было... Ну, вообще, что сделать? У нас была машина, зона ушла в противоположную сторону, нам нужно скатываться с горы, мы знаем то, что челы под нами с левой стороны горы. И план вообще был какой? Ну, просто на тачке съехать справа, заехать в зону, из зоны убивать арков, и чтобы один сверху остался, который будет их в спину убивать, пусть он даже если и сдохнет, ну, все равно мы выиграем игру. Получилось так, то, что я нокаю хаешка одного, ну, просто нижним броском кинул, кого-то взорвал под собой, и остался один чел. На железных яйцах слетели, да, на лицо ему. Я что-то ему с берила там попал 2 или 3 тычки. Меку тоже вроде еще что-то попало. Олдбой вот в этот момент не спрыгнул, остался с ним 1 в 1. И... Чё, потом просто зона начала давить. Он спрыгнул, потерял почти все хп от падения. Еще пострелял в воздухе с берила. У него закончились патроны, пришлось на МК еще переключаться. Это еще дополнительное время, его в это время убили и все. Короче, сами просто ошиблись, нужно было играть на верочку, а мы так. Снова решили подзалить себя. Едьте на тачке, Мы на с тачке мальчиком можем спрыгните. спрыгнуть. Прыгните на тачке. Где дальний? Вот здесь метку... Давай. Нет инфы, есть только лазер. Инфа. О, ты готов? Я не знаю, я не понимаю. Вот он видит, Давай, видит, давай. где ходит. Дай метку. Взорвал. Он лоу хп. Видишь, Двое ты видишь. подходит, один прям под тобой, другой левый. О, ты видишь, Левого не вот бустайся. Ты видишь. Да не вижу я его. Ты видел чела. Я говорю, не видно его. Хилься, стой. У меня одна хилка всего лишь. Да. Ну хили одну и пытайся убить. Хилься прямо сейчас. И прыгать надо будет, мне кажется. Тебе нужно на край. Он один. У тебя большая, что ли? Он один. Да. Прыгай, убивай. Где он? Вот он. Привет, Серега. Привет, Ян. Привет всем. Да, мы с тобой уже по традиции записываем итоги уикендов. И вообще эта неделя была для нас как какие-то американские горки. Американский. Американские горки, да. Такая провальная пятница, отличнейшая суббота и вот такая, скажем, среднее стабильное воскресенье. Как тебе в целом итоги этой недели? Какие были, возможно, ошибки допущенные? Может быть, какие-то проблемы были у команды? Трудности возникали на этих уикендах? Да, пятница, не знаю, просто в пятницу, знаешь, мы поймали какое-то настроение всей командной, что было как-то, ну, знаешь,
прям не хотелось как будто играть в пятницу. Мы вроде все плюс-минус правильно делали, но чего-то не хватало. Из-за этого мы там глупо погибали, и вот это настроение, оно накапливалось. Не было момента, когда мы даже могли как-то собраться. Просто так расхлябанно провели этот день. После него мы собрались и поговорили всей командой, что нужно как бы держать фокус. Обсудили, какие у кого есть недочеты, да, как бы, что нужно немного поменять в игре, чтобы начинать забирать победы, и наступила суббота после этого. Насколько я знаю, после этого разговора вы приняли решение, что теперь у вас будет стабильный плюс-минус так, то есть будешь играть ты постоянно и постоянно Матик, а остальные ребята уже будут как-то шафлиться. Ну да, мы думаем, что еще, наверное, Меку будет плюс-минус постоянно играть. Вот, да. А дальше посмотрим. Но это пока что. Это, знаешь, это такое... Это мы тоже будем пробовать. Это не так, что все теперь с этого момента так. Это мы попробуем так поиграть неделю-две условно, да, и, может быть, либо вернем обратно, либо как-то изменим. Смотри, у нас так-то все хорошо, мы занимаем первое место, первую позицию. Увидим ли мы на этих, может быть, викендах какие-то интересные мувы от Natus Винсера? Нет, на викендах точно нет, потому что все очки за викенды всех сезонов, они суммируются, и в конце года по их итогам тебя приглашают на, как бы, ну, International из мира пабны. Поэтому на супервикендах мы просто стабильно будем набирать очки. Вот. А на викдейсах посмотрим, если где-то можно будет какого-то неудобного соперника убрать, уберем. Хорошо, Серег, тогда больше вопросов не имею, и желаю вам удачи на последней неделе этого турнира. Спасибо, Ян. А с вас, друзья, подписка, лайк и комментарий, а с меня уже 3-й дневник по МПЛ. Всем спасибо за просмотр и за ваш фидбэк. До скорых встреч. Пока.